Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Serkpan96 ProHeim. Сегодня мы выпустили очередной гайд на Химмердингера. Все сборки по рунам, по саммонеркам, которые я выбираю, вы все сможете посмотреть, пролистав назад и поставив на паузу. В каждой игре закуп может быть отличаться, надо смотреть по ситуации. Сейчас давайте переместимся к игре. В данном матчапе я решил взять пример игры против Арианы, так как ее любят пикать на высоком хай-элла в контрпик Химмердингеру, либо очень хорошие игроки на ОТП Ариане. Вот. То есть матчап достаточно очень неприятный, если взять с прошлым видеороликом, рассматривать как Синдру, потому что у нее есть резисты, которые пассивки Ешки на себе накидывают, добавляет. Вот, небольшой вот этот шилд тоже раздражает, то есть пробивает, если он будет постоянно очень вовремя использовать умения свои по назначению. Вот, то есть вы будете меньше наносить урона ей. Вот, что не есть очень хорошо. И дискомфорт. Этот шарик, ее Q, она может часто его использовать, то есть кулдаун очень короткий у нее. То есть она может вас харасить, если вы войдете в ее зону, да. Вот, и тем самым она может вас зонить просто от крипов. Тем самым и пушки она очень ломает легко, несколько может. Вот, если их будете рядом ставить. То есть очень-очень неприятно. Как я уже говорил своим зрителям, старайтесь запоминать примерно, как я расставлял свои пушки, когда примерно вы можете пойти в атаку, харасить автоатакой там, либо попробовать подойти к ней лицом, там поставить пушку, там какие-нибудь еще умения, да, кстануть там стан, либо вышку. Вот, все вот эти моменты старайтесь примерно представлять, и потом в игре также вы будете машинально уже на опыте, будете знать, как правильно сделать. Вот. В данном моменте вы сейчас увидите то, что у парня, может, первая игра, я не помню, не смотрел тогда. Вот. Ну, то есть он сейчас слишком подставлялся, то есть я его за каждое действие наказывал. Вот. И он в мою зону входил и как бы не чувствовал себя. Вот. Но при этом часто он чуть мазал. Вот. И я рейнджу Арианы, скажем так, Q знаю. Вот, поэтому, если вы представлять себе умеете, какой ее радиус, да, вот, то, естественно, вам будет проще отыграть. Поэтому старайтесь примерно запомнить, да, либо поиграть на Ариане потом в дальнейшем, чтобы представлять, какой у нее рейндж скиллов. Тем самым вам будет намного проще отыграть. Вот, а учитывая то, что я тоже люблю играть на Ариане, мейню ее, поэтому я ее умения очень хорошо достаточно знаю. Вот, и зачастую, ну, для меня, в принципе, матчап такой средний. То есть, ну, и неприятно, ну, и, в принципе, комфортно, то есть, по-разному. Даже если там будет очень сильный, как бы, молодой человек играть, да? То есть, ну, не критично, играть можно, на самом деле. Так, ребят, забыл вам рассказать по поводу первой сборки. Ну, обычно я беру Миджай. С Миджаем, естественно, берется подка всегда. Вы ее всегда можете обновлять на базе, то есть вас там прохарасили мало здоровья, да, вы там часто трейдитесь, как пришли, сразу пошли в атаку, здоровье просандалили, там, дождались, когда вы в тачке, ну, тачка, когда будет идти, да, тачанка, вот, до этого момента, и потом уходите спокойно, то есть вы крипов не потеряете, быстро обновите себе подки, приходите здоровые, опять там можете идти там трейды какие-нибудь делать, вот. То есть очень достаточно такой хороший закуп, я всем рекомендую. Плюс, когда вы еще будете роумить, да, либо там убивать своего оппонента удастся, либо лесник зайдет, да, тоже там неудачного загангает, вы будете тем самым набивать себе стаки, повышать. То есть у вас будет уже сила умения расти, вам ничего не нужно делать. Все, что вам надо, это просто аккуратно отыгрывать. Получили ассист, молодец. Получили убийство вдвойне, типа, молодец, и все. Типа, 10 стаков максимально на кольце Миджая. 10 стаков Миджая дают прирост 50 ТП. Плюс еще 15 стандартно всегда пассивочные. Вот. Ну, за каждую смерть, я думаю, вы знаете то, что там уменьшается с этого кольца Миджая стаки. Вот. Поэтому это очень дешевый артефакт, и он, в принципе, на всю стадию игры, вот до конца я бы его вообще не рекомендовал продавать. Вот. Потому что это очень дешево, и реально он вам послужит на всю игру.
Вот, ну да, там есть ситуация, если там можете купить какой-нибудь мифик, ну, хотите, можете продать, если у вас стаков ноль, в принципе, почему бы и нет, да, нежели там, чтобы по 100 раз потом на базу бегать, да, вот, и ничего не купив. Естественно, если у вас уже будет какой-то предмет, естественно, вы будете намного сильнее, вот, поэтому тут надо думать. План на игру, когда вы играете на Хеймердингере. Старайтесь по возможности, если получится, ну, такие моменты будут в большинстве игр, скажем так. Вот, на любом L, скажем так, будет работать. Вот, ну, на HL, естественно, будет намного проще это сделать и в такой матчап отстоять. Если против вас там, допустим, взяли ту же Ариану, да. Вот. То есть берете, запушите свой лайн. Вот. Если вам это удалось, вы молодец. Тем самым вы будете задавать темп на игру. И если к вам придет вражеский лесник, естественно, вы его тоже накажете. Убьете его, либо Ариану, либо двоих. Вот, ну, либо какой-то размен сделаете. В принципе, это тоже будет нормально на Хеймердингере. Ничего не страшно. Вот. Самое главное, чтобы была доминация. Потому что вы можете потом сместиться, помочь леснику. Увидели этот момент, где мы загасили лисина. Вот, и я получил, естественно, синий баф с красным. И молодому человеку на Ариане было очень тяжело в дальнейшем отыграть. Плюс он подставился потом. Если вы не обратили внимания, то пролистите этот момент, если вы не видели. Посмотрите, как я использую всегда дезинтегратор. Почему я именно так делаю. Вот, если вы убили оппонента, да, и там приходит тачка, да, тачанка идет. Ну вот, и учитывая то, что большинство все выбирают телепорт, вы когда убьете его, естественно, он сразу придет на телепорте. Вот. Или если у вас лайн держится там на середине, да, либо вот чуть-чуть там к вышке подходит, зачастую, естественно, человек успеет нажать свой телепорт и, по сути, особо своего не потеряет, только помрет. Вот. Небольшой приоритет даст, да, там, в плане голды, и все. Ну, то есть просадки особо по экспириенсу не будет. Вот. А дезинтегратор мне поможет запушить лайн намного быстрее, если будет тачанка. То есть вы его мгновенно поглощаете, вот, забираете голду, и вы в очень большом сразу плюсе становитесь. То есть вейв у вас сразу автоматически продвигается. Вот, ближних миньонов вы быстро запушиваете, дальних, естественно, тоже быстро сбриваете. Вот это вот небольшой такой момент помогает скрасить всю ситуацию. И, естественно, когда уже будет жать телепорт, да, Ариана, она потеряет свой вейв. То есть тем самым, если вот такие моменты вы будете реализовывать, да, когда ваш враг, допустим, у него рекол уже наступил, да, после смерти, он жмет телепорт, он может не успеть к этой тачке, потому что вы быстро запушили линию, да, потому что у вас есть дезинтегратор, с остальными миньонами, я как сказал, проблем не должно быть, он быстро запушит, зачастую, типа, успеваете. Вот, то есть, возьмем такой сценарий. Если она тпшнулась, заласхитила, ну, да, типа, телепорт был оправдан, вот, реализовала, по сути, человек ничего не потерял. А если она уже тачанку одну потеряла, это вы уже, у вас доминация небольшая есть, хоть вы ее не ощущаете. Потому что за тачанку 62 голды дают, потом с ростом эта цена увеличивается, да, с каждым уровнем. Вот. Когда уже минута будет там мидгейм, в лейтгейм вы будете уходить. Вот. И вы тем самым можете вот не давать противнику ласхитить, там, либо пойти в агрессию как-то, когда у него уже будет такой момент, что он там должен заласхитить. То есть вы будете не давать голду, вот, плюс еще вот так, если будете убивать, вы будете чуть зонить его от экспириенса. Но перед тем, когда вы убьете своего врага, всегда старайтесь следить за картой, примерно представлять, где находится вражеский лес. Вот, или если он, допустим, зайдет к вам, вот, стоит вам толкать линию или нет. Вот, либо чтобы она сама там как-то запушилась. То есть за этими моментами надо следить, потому что если вы берете Ignite, вот, а человек там жмет телепорт, то, естественно, он может быстро ВФ запушить, да, там,
и все, вы будете вейв терять. Либо там, если не допушили линию, он нажмет телепорт, ему удастся чуть подзафризить, да, на минуту тоже такое возможно. Вот, то есть у вас уже будет просадка идти. Вот, и не важно то, что вы там 1 килл оформите или даже 2, там, допустим, еще лесника забрали, да, там, смотря какая ситуация была и что вообще рассматривать. То есть вы тем самым уйдете по экспириенсу. Вот, и вы как бы будете, ну, намного слабее. Потому что левел очень сильно влияет в этой игре. То есть, если, допустим, вы видите то, что вражеского леса нет, он мертвый, там, либо внизу был, вы видели, да, сейчас там гангает, либо наверху, то смело можете, естественно, после того, как вы убили вражеского медиора, запушивать линию. Вот. Если у нее там нету телепорта тоже, да, там человек играет с Игнайтом, то вы в плюсе. Можете даже, если хотите, там чуть-чуть пластину побить, да. Но это надо смотреть, какая минута, и еще взять в расчет то, что вражеский оппонент потом добежит быстро, потому что получается у него будет хумгварды после смерти, кажется, да. Человек очень быстро до своей Т3 доходит. Вот, и очень быстро дойдет. Ну, учитывая, если у вас здоровье там половина, либо больше, да, ну, то вы можете потихоньку одну пластину побить, чтобы ее сразу забрать, либо на потом, да. Вот, или если у вас будет дезинтегратор, вы еще вейв потом можете толкнуть быстро. Особенно если тачка придет, да, там пушки есть, то можете делать. Если здоровья мало, то я бы не рекомендовал особо задерживаться. Пускай вейв сам по себе потихоньку пушит, возьмете потом не спеша. Вот, и рисковать как бы ни к чему. А если, допустим, рассмотреть ситуацию, то, что вот у нее телепорт, да, как у меня, вот вы убили в первый раз, да, человека, естественно, он нажмет на свой лайн телепорт, вот, и вам надо просто по возможности постараться запушить эту линию и уйти на базу, закупиться и тем самым вернуться на лайн. Потому что они, когда все возвращаются после телепорта, да, когда вы их убиваете, они просто запушивают. Вот, и вы часть крипов можете потерять, и небольшая просадка по экспириенсу может идти. Вот, поэтому за этим моментом следите. А если у нее в кулдауне телепорт, да, вы ее там убивали, либо она уже куда-то роумила, да, ну, в общем, нет телепорта, то, естественно, вы можете стараться там уже брать потихоньку пластины. Но, опять же, надо не забывать в расчет брать, через сколько она примерно прибежит, сколько там она будет в ресете. То есть вы примерно должны представлять, за сколько минут она добежит, и выгодно вам или нет. Ну, как я говорил, надо смотреть по ситуации, сколько у вас здоровья. Если у вас все нормально, все хорошо, вот, и маны достаточно, то можете еще постоять. Вот, тем самым вы за счет пластин будете брать доминацию. То есть вы раньше намного по слотам выйдете, вот, и просто аккуратно там переждете там до следующего вейва, вот, запушите и пойдете чуть попозже. То есть тоже очень хорошая как бы вариация по игре, поэтому это надо смотреть по ситуации. Вот, и все будет зависеть только от игр. То есть это со временем приходит, вы сами будете примерно понимать, представлять, когда вам надо пойти, когда не надо. Давайте чуть вернемся к рунам, поговорим. Вот, ничего не поменялось, я обычно всегда стараюсь брать сапог вот, против магов. Вот, то есть он дает скорость передвижения больше, плюс наши пассива, вот, и плюс вам не надо на это тратиться. То есть он у вас сразу автоматически появляется ваш слот, вам не надо на базу идти, там, допустим, минута 10 настала, да, там, на 10 вы там получали ассисты, там, да, вот эти убийства, сокращения сделалось. Вот, и у вас сапог есть, вы можете спокойно какой-нибудь заромить, вот, или если вы, допустим, не бэкались на базу, там долго с вражеским медиором стоите, да, либо вражеский медиор еще не брал сапог, естественно, у вас приоритет будет уже в плане роума, как бы, да, потому что, ну, мало действительно из игроков стараются, как бы, брать сапог. То есть первыми слотами, даже просто обычно, ну, не спешат. То есть это где-то после 10-15. То есть к этому моменту вы уже приобретаете этот сапог на самом-то деле, да. Вот. Как я говорил, если будете там какие-то файты удачные, да, вот, то есть можно чуть его раньше получить. Ну, то есть в основном это к 9-10 уже у большинства этот сапог появляется. Вот, и, естественно, если на базу там не ходил, как я говорил, да, вражеские медиоры вы не дали возможность, еще стоите там, то это очень вот хорошая ситуация будет. Дальше я купил
после кольца и поток у нас получается часть от волтстава, потому что он нам дает часть пенетры. Вот, а учитывая то, что все берут руны на вот эти 8 единиц магической защиты, плюс еще то, что она, когда ешку свою апгрейд делает, да, ну просто качает в смысле умения, да, то есть получается такая ситуация, у нее еще дополнительный прирост там идет, да, вот, магической защиты. Естественно, вам чуть-чуть тяжелее пробить. Вот, а с олдставом вы как бы режете в процентную пенетру. И режете тем самым вы 15% игнорирования магической защиты брони. Вот, то есть и так в рунах все, если стоят против магов, берут 8 защиты, да, получается, всех магов. Плюс у нее с каждым улучшением прокачки уровня, да, то есть у нее пассива такая. То есть если шар на ней, у нее магическая защита на 10 растет и армор. Вот, и с каждым разом эта цифра увеличится на 5, то есть там, не помню, короче, до 30 доходит, я не помню, вроде еще нерфили, вот, точные данные не помню там, или по... Короче, 8 или 10 магической защиты, вот, первый левел, вот, а потом я не помню, по-моему, по 5 идет. Вот. Но суть в том, то, что у ней на максимальном стадии получается 25 или 30 по стаку магической защиты еще дополнительно. Вот. Плюс некоторые могут брать еще мерки там, либо потом еще дополнительно магическую защиту в виде банши. Вот. У вас уже заготовка лес что будет. Вот. И вам будет проще пробивать, и вы это реально ощутите. Вот. Скажем так, это недавно начал использовать и рекомендую просто не париться, часть от олдстава сразу брать. Вот, потом я сразу уже делал заготовку в маску. Вот, маску, я думаю, говорить не надо. Вот, это core item, типа, по-любому. Вот, если там есть у врагов, скажем так, танк, да, уже там 1-2, ну, типа, сходу я бы рекомендовал сразу, как бы, брать маску. Вот, потому что урона по танкам будет больше, то есть проще будет пробивать. Вот, Лидейн хорош против ваток. Вот, и только когда там будет достаточно ватный сетап, да, и меньше резистов. Вот. Если там нету танков, да, все ватные, то можете взять. Вот. То, что она ломает пушки, как я и говорил, да, у нее кулдаун на умение очень низкий, даже без КДР. С КДРом, я думаю, вы понимаете. То, что некоторые могут взять Нелюдена, тоже маску берут, да, и там вообще кулдаун по 2 секунды ее шара составляет, там почти на все умения QV, да. Вот. То есть вы чаще тоже будете использовать умения, то есть мифический предмет вы когда на маску берете, каждый артефакт, который вы купите полный, да, полноценный, слоту у вас появится, то у вас как бы будет прирост сокращения кулдауна, ну, увеличение на 5 единиц. Вот, будет расти. То есть вы чаще будете умение потом как бы использовать. Это очень выгодно. Вот. А когда вы берете Люден, у вас будет расти на 5 единиц урон чистый, то есть пенетры. Вот. То есть тут и то, в принципе, хороший накорил. Это вот этот чистый, вот этот пенетрат Людена, она будет хороша против ваток, если будет. Вот. А так бы я не рекомендовал ее брать. Вот. Намного будет лучше маска. Потом, когда вы уже докупили маску, можете смело покупать сапог на пенетру. То есть тут, в принципе, уже последовательность не важна. То есть самое главное, после того, когда вы взяли часть от волстава, вы можете заражить дальше сапог, да, вот, либо маску. То есть, ну, по ситуации смотрите на самом деле. Вот, ну, мне было, в принципе, комфортно. То есть для меня как сапог ассоциируется? Просто чтобы он у меня был в слоте, да, я на него не тратился. Вот, и пассивочная скорость передвижения на 10 у меня росла. Вот, и я его просто стараюсь чуть позже покупать. Вот, где-то вот после 15-20 минуты, скажем так, да. Вот. То есть вы маску взяли, у вас уже часть от устава есть пенетра, вы игнорируете, чисто пробиваете. Вот, считаю, для вас она, в принципе, ватная цель. То есть за проказ, в принципе, вы ее шотаете. Вот, потому что у нее нет барьера, если все грамотно сделаете, то, в принципе, урон, по идее, должен проходить. Вот. Если вы не проседаете, у вас все хорошо на линии было, да, вот, то урон должен быть по-любому. Вот, и
потом спокойно, естественно, вы можете дальше закупать дальше предметики. То есть тут какой вариант в плане предметов для себя говорю. То есть вы можете уже закупить до конца Wildstaff, что есть более разумно в какой-то степени, потому что вы, естественно, его раньше купите, потому что вы очень много денег потратили, 1250 голды, на часть от Wildstaff, вот этой Penny 3. Вот, и там остается буквально чуть-чуть, чтобы вам купить до конца этот Wildstaff. Вот, ну, я же говорю, это надо смотреть по ситуации, сколько у вас там голды, как часто вы там ходили на базу. Вот, получилась такая ситуация, то что у меня там голды было много, и я взял как бы релай. То есть я Wildstaff дальше просто не закупил. Я взял релай для того, чтобы замедлять. Вот, и чтобы у меня был жир. То есть, чтобы я мог чуть кайтить. И у меня акцент был на то, что у нас в команде Graves, Twitch. Вот. То есть такая связка у нас очень хорошая. То есть у нас есть 3 рейндж чемпиона, достаточно таких очень сильных. Twitch, в принципе, соло эту катку выигрывает на ДК. Он у нас, в принципе, играл. То есть все, что мне требовало, стараться его протектить, да, как-то держать в своих пушках. То есть мне можно было там одному как-то умереть, если что, да. Вот, то есть если Твичу дадут возможность настрелять, он эту игру выигрывает. Учитывая то, что у него все было хорошо, я понимал то, что я возьму релай, я буду аккуратно отыгрывать, да, вот, вести их там по пушкам, если они захотят что-то ему сделать, я смогу ему помочь прожить намного дольше. Плюс у нас еще был Шака АПшный, вот, я думаю, вы понимаете то, что вот эти шкатулки это имба, вот, и если мы там какую-нибудь точку занимаем, мы в приоритете. То есть у Твича достаточно хороший протект, особенно если он будет сам хорошо позицию выбирать и чувствовать. Если внимательно смотрели, я бы хотел вернуться к дезинтегратору. Я его использовал только на тачанку. То есть, когда я шел в агрессию, либо когда убил противника, я использовал на тачанку. Вот, чтобы он чуть вейв потерял, либо эту тачанку, да. Вот, то есть, чтобы мне, естественно, было проще вернуться на линию, либо просто давить. То есть, ситуации разные могут быть, как я и говорил. Также для роума, если вы хотите там сместиться на бот, либо видите там то, что сейчас произойдет тычка, или если такая ситуация получается, если сейчас подойдет тачка, то, естественно, старайтесь на нее использовать, чтобы быстрее толкануть. Ну, если такая ситуация, то, что тачка не идет, да, но вот уже тычка, стычка там приближается, да, вот вам надо идти там уже роумить, да, но вы при этом хотите линию толкануть, то поставьте там 1-2 пушки по возможности ближников, там, юзаните умения, да, там, либо дальников, ну вот, и каких крипов там не добьете, там, можете на дальнего миньона, там, не знаю, на ближнего, как бы использовать этот дезинтегратор. Вот. Ну, естественно, дальних миньоны, дальние миньоны проще забираются намного. Вот. Ближников как бы проще захавать. Вот. А дальним просто поставить туда пушку, чтобы она еще и в зону взяла. Вот. А ближников типа одного сажать и пойти роумить. То есть тем самым у вас всегда будет типа приоритет. Вы взяли, запушили, и противнику, смысла нет уходить. То есть, если он тоже сместится с вами куда-то в округе, да, вот, то он потеряет вейв, потому что он, не успеет, как бы, это зафармить. Вот, исключение будет, если там будет уже Люден, как бы, да, у противника, вот, и он будет за QV там защищать, да, там Ариана, то тогда да. Ну, в любом случае у вас как бы намного чуть-чуть приоритет в этом плане будет, когда есть дезинтегратор. Вот, и зачастую до этой минуты у нас не будет храниться, вы уже как бы происпользуете. Вот, поэтому это самый оптимальный вариант. Увидели там вражеский бот пушит, да? Вот, и их можно наказать. Просто быстро запушили, пошли, попробовали, завенгали. Удалось, молодцы, нет, но вернулись обратно. То есть, по сути, ничего не потеряли. Вот. Единственное, что могут вон там пушки, но убить, как бы, и все. Вот, а так, используйте, рекомендую всем. Давайте дальше поговорим по поводу вардов. Старайтесь по возможности покупать Vision варды. Вот, чтобы у вас всегда был один тотем. То есть стоял там, убили тотем, старайтесь по возможности потом его купить, куда-то поставить. То есть если вы идете на какой-то объект, да, вот скоро будет, обязательно возьмите
как бы вард. Вот. Но если уже на слотах там, да, у вас все занято, ну, естественно, дело, то ничего как бы и не надо покупать. Вот. А так вот, если все у вас хватает, можете взять, то как бы берите. Потому что вам поможет расставить пушки аккуратно, занять зону, или если что, вы можете держать напряжение, врагов не подпускать. То есть, если там будет пушка, они, если захотят туда сломать что-то, вард поставить, да, вот. А милишники уже будет урон как бы получать, вы уже будете туда или что харасить, зонить. Вот. И также как бы дальники тоже будет, скажем так, опасаться подойти и будет как-то стараться вместе там с кем-то кучковаться там, да, чтобы зачистить какую-то зону. Естественно, в узком пространстве вам будет намного проще наказать врагов. Вот. Поэтому обязательно покупайте. Вот. Если у вас хороший саппорт, будет тоже грамотно все делать, да, вся команда, скажем так. Вы хорошо расставите до объекта, там пораньше придете сами, то вы файт однозначно, как бы, я думаю, выиграете. Вот, если у вас просадки жесткой не будет. Вот. Если доминируете, естественно, вам намного проще из такого положения будет выиграть, когда вы зону занимаете. Поэтому самый простой способ выигрывать, да, когда играете на Хеймере, не бойтесь колить. То есть брать инициативу на себя. То есть я вот в последнее время очень сильно поменял свой плейстайл в этом году. То есть я стал намного больше колить. То есть, допустим, вижу объект, ага, Дрейк. Почему бы не взять? Смотришь, лесник там наверху. Леснику там поколил, там, если внизу пошли, вместе взяли там с ботом. Вот, если там вражеский бот стянется, вы, естественно, накажете. Вот, это надо смотреть по элу. На низком элу там ребята могут вдвоем попробовать что-то делать, ради этого Дрейка умереть. Тем самым вы заберете дракона. Вот, и можете кого-нибудь из бота двоих там, либо одного. То есть вы как бы в большом плюсе. Вот, поэтому увидели возможность забрать объект, сразу посигналили леснику там своей команде и пошли брать. Иногда можно дракона в соло брать. Вот, если у вас уже есть маска. С маской проще, да. Вот. А так с лесником всегда вы как бы моментально будете как бы забирать, даже не чувствовать. Вот. Если там какой-нибудь лесин будет, да. Вот такие чемпионы, которые вот моментально забирают такие объекты, вы даже реально не почувствуете. Просто за 5-10 секунд заберете как бы этого Дрейка. Вот. И тем самым вот так вот по нарастающей доминация будет. И когда уже будет момент приближаться к душе, ну, зачастую противники уже играют ва-банк. Вот, и получается, ради вот этого дракона они стараются вам не дать его законтестить. Вот, и тем самым, если у вас хорошая доминация, вы на слотах, вы выиграете файт. Просто надо занять зону, чтобы вы видели, и нужные цели потом зафокусить. Вот, я думаю, вы понимаете. То, что вот эта вот страта достаточно очень будет хорошая и рабочая. Вот, также часто можете забирать барона на 20-й. Вообще без проблем, вы также его не почувствуете. То есть, если увидели там лесник внизу, вот, и вражеский ваш медиор тоже туда зарунил, там, либо топер, можете пойти спокойно брать. Типа, если уже видите то, что там 4 человека, 3 на боте, почему бы нет, особенно если лесник внизу, самое главное, как бы за этим следить. Если он там внизу, пошатколили, типа, написали фри там в чат еще, да, написали, пошли брать. Вот, ну, не знаю, зачастую, как бы, ребята, как бы, подходят. Вот, неохотно некоторые, но когда смотрят урон, то есть, если есть, то, как бы, берут. Вот. Ну, я 20 у меня вот обычно, я имею уже по 2-3 артефакта, как бы. Вот, то есть, с маской, как говорил, урон очень большой по таким объектам, идет процентный. Вот, то есть, если вы еще, есть такая страта в Астробадон, то есть, эти два предмета берете, у вас урон большой. То есть, по сути, его можно в соло даже взять. Вот, но это надо заранее пушки ставить, правда, это все, чтобы проще было и без потерь, чтобы забрать. Да, Химер может соло барона еще брать, кто не знал. Вот, поэтому вариаций по билду очень много. Это надо смотреть по ситуации. Вот, и я же говорю, я могу брать релай, иногда не брать. То есть, вот могу вообще просто затарить фулл маска, как бы Рабадон, либо Рабадон, фулл маска. То есть это по-разному у меня происходит. Конкретных советов такого нет, чтобы я вот шаблону придерживался. Вот. Это все по ситуации. Вот я для себя чувствую, я вот уверен в игре, я вот хочу взять так, да. Я понимаю то, что мне надо резисты, там много магов.
ну, не вариант. У нас нет урона, я вижу, у нас тут просевший, я понимаю, этот Зетар не проканает, мне его брать не стоит. Вот, и то же самое здесь я вот видел то, что Twitch играющий, у меня бот, в принципе, адекватный. Я понимаю, мне проще как бы взять маску. Вот, в принципе, урона у меня достаточно, того волстав есть для пробития. Вот, просто будет помощь для нашего керри. То есть им будет тяжелее до него подойти. Плюс то, что он в инвизе, он может там просто заходить и выбирать позицию за спину к ним и все, и их карать как бы. Вот, либо сзади там позади нас стоять и настреливать. Вот, а им все равно как бы надо будет этого твича фокусить, но им это будет намного тяжело сделать. Вот, потому что у него будет протект и много замедла, как бы тяжело реализовать. Вот, хоть там есть Мальфит и Ариана, но если как бы грамотно все сделать, такую связку, как бы то, что наш драфт пик это намного сильнее был, намного пик, ну вот, при правильном отыгрыше. Поэтому тут надо реально вот смотреть, вот какой драфт, и все это анализировать, ребят. Это все со временем придет на самом деле. Можете экспериментировать, как бы не бойтесь, а потом будете сами уже представлять, что брать, что нет. Вот. То есть у меня такого нет. То есть для меня мета, да, допустим, я ее сам стараюсь создавать, когда играю на Хеймере. То есть сам смотрю свои билды и по-разному закупаюсь. Вот, поэтому, когда играете на своем УТП, старайтесь вот этот больше экспериментировать, как я и сказал. Только так у вас все выработается. Ну, как заметили, мы вот хоть и взяли там барона, да, мы, в принципе, были сильные большую часть времени, да, вели по счету, сейчас мы начали проигрывать. У нас уже получилось так, то, что у одного человека уже сдали нервы, и он, получается, хотел как бы сдаться, как бы, да, вот тем самым подавлял настроение другим, то есть в тилт впал человек. Все, что нужно сделать в данной ситуации, ну просто играть дальше и не обращать внимания, то есть если кто-то в чате даже пишет. Вот. Это хорошо, если там гадости не пишут, FF, там типа по КД, если пишет, это плохо, если человек не пишет, просто прожимает по КД суррендер, просто играйте, ничего не пишите. Вот, ну, здесь еще просто умут кидайте, если там неадекват будет, старайтесь просто играть. Вот, просто напишите, блин, чувак, соберись, типа, всякое бывает, эта игра, сейчас, типа, выиграем, там, не знаю, просто там пару слов каких-нибудь адекватных написали, вот. Если человек там не даун, да, грубо говоря, да, я не знаю, или мягко говоря, как это рассчитывать в такой форме. Ну, если, короче, он адекватный человек, то он как бы поймет, да. Вот, он будет просто дальше играть. Вот, если нет, ну, сочувствие, как бы. Это будет зависеть от того, какое эло. Вот, и где-то, может, кто-то не будет играть. Вот, особенно такое часто бывает, реально ведете, там много кто заигрывается, плюс этот человек заигрывается. Вот, а потом вы уже просто банально проигрываете, потому что вы дали серию врагам, да. Вот, получается, если вы дали серию там какому-нибудь керри, плюс еще не взяли объект, там, допустим, барона, да, плюс еще голда, всем уходят, все команды, естественно, они камбэкают и возвращаются в игру. Вот. Плюс еще смотря какой драфт. Вот если у вас был Йорли драфт, да, то есть вы должны были заканчивать эту игру за 20-25 минут, грубо говоря, да, не дотянуть до 30, да. Вот, и получается то, что вы серии подавали, плюс барон, естественно, они в игру вернулись, у них там лейт чемпионы, да, там с мидгейма, до слейтгейма, и все, они как бы, естественно, игру переворачивают и выигрывают потом. Вот, да, может такие ситуации быть. Либо может такое быть то, что и там лейтгейм, и у вас. Вот, но вы Йорли, допустим, лучше отыграли, более слаженно играли, допустим, да, вот, враги ошибались. Вот, а потом вы начали, вот, допустим, фигней заниматься, да, вот, грубо говоря, кто-то там, да, может вы сами тоже такое может быть, по-разному, да, неосознанно. Отдали серию пару раз, там плохой файт, все, типа, может даже где-то не критично, может быть, да, там для вас, допустим, что-то сказалось, но если там возьму, допустим, Элдера, то это может провал быть, если вы не задефаете аккуратно, вот, или если вас будут давить, Элдер часто влияет на игру, вот, поэтому до этого момента всегда лучше, скажем так, заканчивать игру. Если вы еще играете, допустим, из отставания, вот, вы не можете драконов брать, вы понимаете то, что вы намного слабее, я рекомендую вам
стараться делать шоткол на барона. То есть вам надо следить за картой, стараться самому. Как часто саппорт туда прибегал, если у вас там варды. То есть я стараюсь всегда в верхней части держать вард вверху, в кустах. Вот первые вот кусты, когда вы проходите, и вот вторые вот прям вот там вот в трибуш кидаете, короче, и это, чтобы вы видели там перемещение, проходил этот кто-нибудь из тиммейтов вражеских или нет. Если никто не проходил, то, естественно, вы можете спокойно тогда шоткол дать, вот, и спокойно идти брать. То есть лучше сделать так, отдать им какого-нибудь дракона, а самим пойти на барона. Вот, тем самым вы не проиграете файт и чуть-чуть там получите небольшую плюшку в виде урона, там, да, к базовым статам. Вот, для каждого, да, скажем так, в вашей команде будет это очень профитно. Плюс баф дракона на крипов баф. Вот, вы можете как-то здесь что осаждать. Если у вас какие-то чемпионы еще осаждающие будут, то это как бы в плюс, да, там полку вы можете закидывать. Вот, и в принципе норм. Вот, но опять же, смотря какая душа будет. Ну, все равно, в любом случае, нежели проиграть все и сделать выбор, пойти взять барона. Вот, то есть тут надо тоже думать и пытайтесь в команде шоткол делать, идти туда, здесь что брать. Вот. Зачастую там, если все не пойдут, там, допустим, да, то кто-то может стянется, там, допустим, керри, там, топ-лейнер, если будет, тоже быстро еще забирать. То есть одного керри, там, если будет Кайса Аша, там, такие вот автоатакер чемпион, то спокойно вдвоем можете взять. То есть в идеале вообще можно было даже сделать так, лесника там отправить стилять, если есть возможность, там, для врыва у него, да. Если повезете, он состилит, молодец, плюс вы еще там заберете спокойно, как бы, вот. То есть не потеряете, как бы, в принципе, ничего. Поэтому думайте в дальнейшем, как можно поступить, потому что эта игра очень непредсказуемая, стратегий очень много. Вот, и все об этом как бы не распишешь, не объяснишь. Вард я имел в виду, куда именно ставить. Вот эта вот пушка вот у меня где стоит, где Джина вот сейчас била, можете чуть-чуть мотать, да, вот. Ну, он там стоит. Вот где вот этот красный баф, вот в те кусты, вот вижу, он здесь ставите. И вот этот момент, как я говорил, если наступит, то что, допустим, они берут там дракона, вы видели то, что там за это время, там минуту никто вообще не проскакивал, не ходил, не ставил туда вар, спокойно просто идете и забираете спокойно. Вот. И барон ваш будет. Еще рекомендую посмотреть вот моменты на бароне. Вот, то есть я там, в принципе, занял такую очевидную зону, зачистил варды, да. Ну, получается то, что у противника нету вардов, ну, естественно, он может и догадывается, но он как бы не ожидает, что там у него сейчас столько урона войдет, там сейчас так торпанут. Вот, сегодня там, допустим, есть обзор, ага, там пару человек берут, остальных как бы не видно. Естественно, у него выбора нет, тут Мальфит шоу и словил по лицу, считаю, у него вообще осталось там здоровья мало. Вот, или сильно что-то пытался сделать, но как бы команда у меня рядом оказалась, тогда все как бы потратил, но это того стоило как бы. То же самое могу и в бароне стоять и оттуда прям харасить, то есть кусты вот эти поставил, где я трапал Мальфита, вот одну-две, а другой типа пушку барона оттуда бить. То есть, как, я буду видеть противника, там будет хорошо, если вард и пушка. Вот, если он будет идти по вардам, то он как бы словит все оттуда. То есть я со стены буду кидать, вот, прокнет весь лазер, плюс еще с барона пушка. Вот, если даже поломают, я могу прям туда одну поставить, и либо одну еще около барона, типа, ставить, и оттуда просто закидывать. Вот. То есть как, если у нас есть вижон, мы сразу вар зачищаем, они там, допустим, синий кидают, мы их и все это ломаем. Вот, а обычно, если они попытаются поставить, это надо в контакт подходить. То есть весь рейндж мы, в принципе, по врагам попадем. Вот. То есть примерно такой приоритет и плейстайл. Вот, поэтому пользуйтесь. Также не забываем, если там много персонажей, которые хиляются, берем часть от Мореллы, вот, потом собираем маску, закупаем сапог на пенитру и до конца Мореллу уже берем. Вот такая последовательность будет достаточно оптимальная. Вот, ну, в данном моменте, то что здесь не так много хилящих персонажей было, уже Лисин только в мидгейм и лейтгейм начал сильно хиляться. Я как бы последним слотом взял. В принципе, нормальная ситуация. А так, когда много, то желательно сразу брать вам, ребят.
Хотел бы выразить отдельную благодарность Сергею Зипуникову на YouTube за то, что помог мне насобирать на донат полосу, которую просил, на вот этот данный видеогайд на Химмердингера, как и обещал, я выпустил. Вот, потому что много времени уходит, и в дальнейшем вот эта вот вся донат-полоса будет сокращать время на следующий видеогайд. То есть мы будем чаще делать видеоролики данной тематики. Вот. Я буду всем благодарен, кто мне поможет в следующий раз, когда мы создадим и запустим новую донат-полосу. Вот, спасибо еще большое, ребят, тем, кто помог мне в следующие разы, в прошлые разы выпустить видеоролики, да, там, кто вообще донатил, просто поддерживал меня. Вот. Как всегда, я всех указывал у себя на стримах, кто мне донатил. Вот, спасибо вам большое.